Всем доброе утро! Сегодня находимся в городе Хайдельберг. Смотреть знаменитый Хайдельбергский замок. А вернее то, что от него осталось с XII века. Дворцово-парковый комплекс возвышается над рекой Никкар. И царит здесь как будто видение из прошлого. Изначально вообще здесь было построено два замка. И нижний как раз был современный Хайдельбергский замок. Самый спокойный период его развития пришелся на XIV-XVII века. Разрушенный французскими завоевателями в 1963 году, сегодня замок частично лежит в руинах уже. И ежегодно замок посещает множество туристов, как вы догадываетесь. Такие ворота. Видно, конечно, что руины. Даже с этой стороны, видите, как стена. Интересно, как было здесь изначально. Какой масштаб. Вы смотрите на эти колонны, какие они расписаны искусно. Как будто стволы деревьев, видите, задумка такая, как мне кажется. А там наверху цветы. Учитывалась каждая деталь. Здесь на самом деле высота очень приличная. Не знаю, если передается это по видео. Смотрите, как колонна оборвалась, да? Здесь стена. Невероятно. Архитектура данного замка не ограничивается только одним стилем. Здесь можно увидеть смешение разных школ: немецкого барокко, готики и Ренессанса, конечно же. И замок на самом деле был очень большой, это только часть от него. Представляете, какой здесь был комплекс огромный. Еще и в таком прекрасном месте. Ну, какие масштабы. Этот плющ, конечно, создает такую атмосферу романтичную. Смотрите, какой вид открывается с обзорной площадки здесь. Словами не передать, друзья мои. Сколько мест уже видели здесь, в Германии. Изумительных, бесподобных. И думала, что уже как-то удивить чем-то еще более роскошным. Даже не думала, что вот такое место еще есть. Посмотрите, там дома какие. Кстати, замок примечателен не только своей архитектурой и историей, да, но ранее
В нем находилась еще самая первая в мире аптека. Представляете? Самая первая в мире аптека здесь. Даже не верится. И до сих пор здесь есть музей. Это она. Здесь источник воды был. Смотрите, как внутри. Тут, наверное, освещение еще было. Вот видите? Человек с кувшином. Красиво. Замок использовался в качестве резиденции Виттельсбахов. Это влиятельная династия в Германии была. В XVI веке в верхний замок ударила молния, что послужило причиной огромного пожара. После катастрофы верхнее здание оказалось полностью разрушенным. Полностью. Фридрих V, у него была такая задумка создать чудесный сад наподобие райского сада. Назвал его Хортус Палатинус. Но так он его и не достроил, к сожалению. А потом началась война, и Фридрих V был вынужден в бега податься, и так он не достроил этот великолепнейший сад. Тут, наверное, были залы какие-то красивые, где проходили мероприятия. Круглый зал, представляете, как красиво. В XVII веке продолжалась осада замка французскими и шведскими завоевателями. В это время замок часто подвергался артиллерийским обстрелам и был почти полностью разрушен. Такие птицы здесь странные. В дальнейшем не раз предпринимались попытки отреставрировать замок, но постоянно не хватало средств. И в XIX веке уже решили, что большая часть замка реставрации не подлежит. Сегодня же Хайдельбергский замок — это гордость Германии, конечно, которая напоминает о былой славе. Великолепное место, правда. Смотрите, здесь такой уголочек интересный. Может быть, для птиц, кстати. Я в своей жизни таких руин не видела еще. И вот смотря на все это, мысль такая: как можно было это разрушать, бомбить, уничтожать? Зачем? Кто-то ведь строил это, создавал, придумывал все это. Да, наверное, создателю всего этого приснилось это место. Хотелось бы увидеть в первозданном виде. Посмотрите. Очень высоко отсюда, где я стою, находится это здание. Я хотела туда наверх подняться, но дорога закрыта по известной причине, к сожалению. Видите, какая природа. Сейчас весна только начинает расцветать, а летом здесь все очень пышно и красиво.
Какой вид открывается здесь. Видите, здесь достроено было все. Вот эта часть была гораздо выше. Рядом с замком парк есть небольшой. Здесь памятник Иоганну Гёте. Думаю, всем известный. А здесь вот такая лавочка, скамейка для королей и рыцарей, да? Нравится? Это феникс. Возрождение из пепла. Вот это лавочка, так лавочка. Весенняя пора. Все зеленеет, расцветает. Жаль, что нет этого парка, наподобие райского сада. Сейчас бы прогулялись и по нему. Взгляните на этот инопланетный объект. Современное искусство называется. Ну, как и все современное искусство, в принципе. После такого фееричного замка мне даже неловко снимать вот это все. Трехногая. Это не лошадь. Конь выглядит куда благороднее, друзья. Это для сравнения, когда было тогда, какие замки строили и сейчас, да. Но на самом деле печально все. Как и квадрат Малевича и прочие шедевры, в кавычках. Вот смотрите, как забавно это все выглядит. Тут поросло все зеленью. Это так специально, чтобы создавать атмосферу. Водяной король. Кувшин у него есть, смотрите. Необычно. Смотрите, какие ворота. Необычные. Первый раз такое вижу. Олени. Лев. Я полагаю, здесь раньше был водопад, скорее всего. Вот там сверху вода текла. И светом освещалась, естественным сверху. Рубиновое дерево. Цвет изумительный. Как красиво. Посмотрите, здесь часть стены была разрушена при бомбардировках. Но какая она толстая, эта стена. Видите, все равно не выдержала. И камень такой, смотрите, красного цвета, из которого они строили. Интересно, где брали? Как они это строили? Здесь можно представить, как примерно было еще в XVI веке.
построение. Видите, как было сложено? И райский сад. Наподобие райского сада, конечно. Оранжереи здесь. Красивые. Смотрите, решения какие были. Озеленение. Видите, также река. И церковь. Тоже старинная была. Отсюда хотела вам показать циферблат. Обратите внимание, там солнце и луна. Стрелочка. Как красиво. В каком сочетании здесь вот это творение человека и природы. Настоящая гармония происходит. Это доказательство того, что человек все-таки может существовать, не разрушая. Но, к сожалению, остались одни руины. Очень гармонично.